Вчера пришлось идти допоздна, пока нашла вот это место. Первый берег, где есть лес, лиственницы. И это не коренной берег. Я нахожусь сейчас на острове среди проток. Но, по крайней мере, здесь мощные лиственницы. Выставила мерные палочки, чтобы следить за уровнем воды. Будет он подниматься или нет. Точно я определила, что это уже рассоха. Она буквально вот сейчас началась. Где вот я стою. Здесь слияние и справа, и слева двух проток. Я на правой протоке Улахан Нагайна, а левая протока за моим островом. Как истинный Робинзон, я обследовала окрестности лагеря. Посмотрела на острове места, где можно ловить рыбу. И вышла как раз к месту слияния правой протоки Улахан Нагайна и Сумуна, который уже слился с левой протокой Улахан Нагайна. То есть отсюда, вот эта точка, откуда начинается Рассоха, река Рассоха. Вот. Вот это место. И видно, что Сумун, он более мутная вода. А здесь в Улахан Нагайне хоть уже и помутнело, но чище. Ну и здесь на стрелке я сделала пару забросов. И вот хариус. Ужин у меня обеспечен, а то рыба уже кончилась. Вот так. Так что я здесь не пропаду на острове. Тем временем вода немного прибывает, становится мутнее. Холодно также, но облака поднялись. Сегодня хоть и холодно, но облака поднялись, дождя нету. Я продолжаю сплав, хочу дойти хотя бы до устья ручьев, на которых должна ловиться рыба более крупная. Линки. Посмотрим. Вода вот за ночь поднялась сантиметров, ну, максимум на 10, наверное. Это не критично, потому что все галечники открыты, и видно, где основное русло. Все нормально. Вон даже не плывут еще куртинки ив. Все, лодка у меня готова. И впереди меня ждет Момский хребет, который я буду пересекать по речке Рассохи. Вот облачка, правда, вот подтянулись из распадка. Такие, может быть, дождливые. Но ничего, у меня гидрокуртка наготове. Ну, а там вдали вот все-таки просвечивает небо структурированное. Вот полосы. Я думаю, все там будет получше, может быть. Еще несколько таких заморозков. Может, и не несколько. Уже скоро покраснеют склоны гор. Краснеет березка. Арктоус. Голубика. Будет красиво. Ну, а пока гребем по мутной воде. Что делать? Сидеть на этом месте уже целый день и так провела. Речка вошла в горы, и здесь будто и ветер стал потише, потеплее стало. Течение хорошее. Но облачная морось такая все-таки не прекращается пока. Хотя уже проблески солнышка были. Здесь Рассоха прорезает первую часть Момского хребта, горную цепь Гармычан. Эх, дождичек. Река входит в ущелье, как-то мрачновато, но
По описанию здесь не должно быть порогов, хотя в скалах обычно бывают пороги. Но здесь рассоха. Вроде уже все прочистила себе дорогу. Вот туда сейчас пойдет река. И будет там петлять среди этих откосов. Ну, до впадения Чугаса 6 километров. Там попробую половить. Ну вот оно, устье Чугаса. Оно несколькими протоками этот ручей впадает. Вот из этих гор я сейчас пришла. Там дождь поливал. Похоже, он засел за эти горки и там сидит. Я через него прошла. И вот здесь вот сейчас попробую покидать блесну. Ну вот, я сейчас прошла от истока рассохи вот до Чугаса. Это карта 2-километровка, то есть вот в таком квадрате 4 километра. За полдня он получилось здесь сколько? Раз, два, три, 4 квадрата. Ну, здесь больше 16, здесь километров 20, наверное, прошла. Очень быстрое течение. Ничего себе, Хариус такой большой, такой желтопузый, он так тянул, я думала, ленок. Так, ладно. Небольшой хариус. Да, на вершинах вот 1600 метров. Снег не тает сейчас. Прямо видно, как река катится под горку. Ровно. Сзади остаются унылые сопки, покрытые седыми тучами. Это все горки хребта Громычан. Ну а в целом все это Амомский хребет. По большей части горы здесь сложены песчаниками и алевролитами. Можно ничего не делать, просто катиться, и речка сама будет показывать свои виды. Ну, по крайней мере, вот на этом участке. За впадением Чугаса. На берегу заметила лося.
Лежит и вообще не боится меня. Так и не встал. А я уже в перекат вхожу. Надо же. Не боится. Я уже в гидроштанах, валы не боюсь. Меня иногда чуть захлестывает. Но пока больших волн нету. Можно все обойти. Скалы к воде подходят. Красотища. Суровый Колымский край. Середина лета уже машины в снегах. Ой, середина августа, говорила. Сегодня решила встать благоразумно в 18:30. Это уже 20:30 начинает смеркаться. Достаточно заметно. Хороший бережок. Виды, может быть, завтра откроются вершинки этих гор. Погода немножко улучшается, ветер стих, небо очищается. Может быть, завтра будет солнышко. Лагерь среди лиственниц на высоком бережку. С утра у меня выглянуло солнышко, но облачность пока нестабильна, холодно. И даже где-то дождики впереди. Вода упала. Вчера мерила ее. Вот где был уровень воды вчера, и вот как вода отошла. Так что и она стала более прозрачная. Так что, может быть, я останусь здесь вот сейчас. Очень хорошее, красивое место у меня. Вот. И подожду совсем хорошей погоды. Запас хариусов пока есть. Печется у меня на иве. Так маленький, сейчас уже буду есть. Недалеко от моей стоянки замечательная скала стоит. Очень красивый здесь берег реки. Жалею, что никого нету, чтобы посмотреть на эту красоту. Под скалами все такое спокойное, никаких порогов, просто перекаты, небольшие волны. Речка очень мирная пока. Лежу у костра, наблюдаю виды.
Вот и пришел праздник на мою улицу. Чистое ясное небо. Вода упала, поголубела. Снег на горках подтаял. В общем, красотища. Настала великолепная погода. Правда, еще прохладно утром, 9 утра, хотя уже. Но это не сравнить с тем холодильником, что был вчера и позавчера. Итак, за первый день сплава, позавчера, я прошла около 40 километров от начала реки, от слияния Улахан-Нагайна и Сумуна. Это начало реки Рассохи. Около 40 километров, 30 километров до реки Хоханди. Можно было идти вообще без гидроштанов, там, были какие-то перекаты. А за слиянием, за впадением Хоханди начались более крутые горки с валами, и пришлось надеть уже гидроштаны. Дальше продолжаю сплав в гидроштанах. За один день такого спокойного сплава я в этот день и ловила рыбу, и неспешно обедала, и вышла в 11 всего, и было холодно, так что я встала рано. То есть очень хорошая скорость течения, за день 40 километров легко получается. И вот эта стоянка у меня великолепная, примерно в 8-10 километрах от впадения Хоханди. Вот как сильно упала вода, вот где моя меточка. Стоит колышек. Вот он колышек. Это позавчера, когда я сюда причалила вечером. Вчера днем еще один колышек поставила. И вот снова вода ушла. Так что все. Налаживается погода. Вода падает. Солнышко проглядывает все больше и больше. Ух, понеслись. Да, под солнышком все по-другому заиграло красками. Красота. Здесь по склонам хорошо заметно, как шли процессы горообразования. Вот осадочные породы, песчаники, алевролиты, они были смяты в складки. И эти складки имеют разнообразные направления, и горизонтальные, и под углом, и волнообразные. Шумит перекат на камешках. Ласково шумит. А вот вертикально поднятые складки образовали вот такие останцы. Более крепкие породы, они остались стоять. Скорее, это алевролиты. Они состоят из глины и имеют более плотную и эластичную составляющую. А вот более слабые породы, песчаники, которые были между слоями алевролитов, они выветрились, разрушились под воздействием контрастов мороза, тепла. И вот остались такие причудливые останцы. И за скалой почти тишина на реке настала. И что не распадочек, скалы.
по гребешкам. Не ловится. Мутная вода. Это протока, а не ручей. Какие панорамы открываются. Просто не речка, а красота. Тут у небольшого лесного ручейка заметила на берегу избушку. Маленькую. Как сюда приезжают? Может, на снегоходах зимой? Какая лодочка. Ведь самодельная. Вот это вот деревяшка. Снизу днище плоскодонное. Уголки. Это металл. Вот так она тут под столом лежит. Ой, избушка-то какая, прям земляная местами. Ну, похоже, она уже не действующая. Как прям вообще тут утеплялась. Такой глиной. О, да это у роса получается. Не, вон покатые стены. О. Да, печка уже. Нежилая, конечно, избушка, но ее можно восстановить. Вешала. Просушки одежды. Вот. Дрова даже еще. Ну, труба можно, в принципе, вставить. Можно вставить и топить. О, а здесь сгущенка вареная была когда-то. Вот такой журнал на якутском.
О, ветераны. Ну, по-якутски. Все написано. Какой ключик. Интересно. А печку? О, можно открыть. Так что все вполне жилая изба. Вполне. Хорошо видно вот наклонные такие стены. Это ураса. Вот тут удочка. Вот такое строение. И стоит такой металлический куб. Интересно, это для хранения? О, да, тут прям замок. Там, наверное, какое-то снаряжение внутри. И медведи не залезут. На устье притока. Здесь чистая вода. Листочек. Опа! Не ушел. Попался. Будет у меня обед. Голодный я. Надо запас сделать. Не, могла их распугать сейчас. Конечно, тем, что я тут берега вылавливала. Есть! Сорвался. Ова! Ух, какой! Ух, нифига! Ух! Может это ленок? Блин! Нет! Старый, просто большой. О! Ха-ха-ха-ха! С желтым пузом! Так, ну ладно, так, спокойно. Такой красавец. Ну что, Бог Троицу любит?
Небольшой, но шустрый. Какие очень вкусные, печеные. Фух. Блин, под водой видел, как он взял под водой. Вообще. Ха. Ну тут ловля пошла, сколько хочешь. Так, попробую я в другом месте, может, винок возьмет. Нет, здесь нет ямы. Здесь нет ямы, поэтому вряд ли здесь есть. Ну вот, небольшой запас. 3, 4, 5. Есть. Есть. Сейчас мы их чищу, посолю. На 2 дня хватит. Может, да, на 2,5. Вот так незаметно пересекаю Момский хребет. Местами такое среднегорье. Вон сзади еще высятся горы. Но впереди еще будет хребет. Аргатас. Часть Момского. Пять хвостов, 5 голов на устье Серечена. Сначала поем, потом еще вот здесь половлю. Здесь тоже чистая вода. Надо запас сделать на предстоящую неделю пути, потому что ниже гор, может быть, уже не будет рыба ловиться. Да, такие контрасты тут температур. Еще вчера так мерзло, хотелось вообще на руки надевать перчатки даже. Морозно было. А сейчас такая жара, на обеде раздевалась-то в футболке. Жара. Уже желтые деревца. Наступает осень. Середина августа. В горах это уже осень. Такие перекаты, несколько проток. Некоторые так гремят на мелкоте. Кажется, ой, там что-то страшное. А на самом деле валы небольшие. Меня не заливает даже. Но маневрировать немножко надо, чтобы не попадать в самые большие валы.
какие-то профили чудятся в этих скалах. Рассоха, вот она течет по разломам, которые прорвали поперек южную часть Момского хребта. И вот здесь хорошо видно, как при горообразовании осадочные породы сдавливались, сломались, вдыбливались вот в такие вертикальные столбы, в такие вот складки, которые здесь и хорошо наблюдаются на склонах сопок вдоль берега реки. Ну, я таких отпускаю. У меня совсем маленький. Мне нужен покрупнее. Вот это другое дело. Желтым пузом. Сделаю запас небольшой. Хорошее здесь местечко, освещенное. Красный арктоус. Я думаю, нормально, что я здесь стану. Здесь я сейчас зацепилась, у меня блесна, как раз сниму. Здесь вылезу. А вот дальше моя речка туда идет. Вот он мой берег. Много проток сейчас делится река. Это у меня правая протока, там еще слева где-то осталось.
Ночью часа в 3 меня разбудил шум веток. Прям под головой. Вот он, горностайчик. Хап. Мне, конечно, представлялся медведь, но я поняла, что медведь бы не такой шум навел. Он живет на этой вот поваленной, видно, под этим поваленным деревом у него там нотка. Скакал сейчас опять. Здесь под выворотнем, видимо. Горностай — это мелкий хищник из семейства куньих. Летом он вот такой, с бурой спинкой, а зимой он становится белым, только кончик хвоста черный. Из горностаевых шкурок раньше делали шубы царским особам. Да, мы соседи. Это, похоже, самочка, она в 2 раза меньше самца. Вообще самцы и самки живут на своих отдельных участках территории и встречаются только в брачный период. И на 1 квадратном километре тайги обитает примерно 5-6 зверьков. Вот так. Вообще их количество зависит от того, сколько мышевидных грызунов уродилось в данном году, потому что основное питание горностаев — это вот мышевидные грызуны. И если мышей много, то и горностаев много. И в помете у них может быть, ну, там в среднем 5-6 помет, это, ну, сколько рождается у них детенышей. Он ко мне залезает под палатку. А может достигать там 12-15 штук. Вот так. Ну, хищник хоть и маленький, а может нападать даже на зайца, на куропатку. Вот такой вот. И боится. Обычно я не оставляю у костра рыбьи кости и другие там остатки еды, чтобы не приваживать медведей. Но тут оставлю вареную рыбью голову на угощение горностайчику. Вот он сюда пролезал. Кто-то он прям мне в голову под головой ходил.